Есть ли смысл использовать Яндекс.Музыку? Истинные меломаны, жду вашего ответа в комментариях, но обычным зрителям скажу ответ нет. Но не все так просто, вернемся в недалекое прошлое, которое происходило 2,8 миллиона лет назад. Именно тогда примерно и появилась музыка, поэтому сейчас вы можете послушать, к примеру, эту песню. В годы жизни Бетховена, как вы знаете, Яндекс.Музыки, к сожалению или к счастью, не было. Поэтому ему приходилось распространять свое творение с помощью рукописных нот. В наше время есть стриминговые сервисы, и их на самом деле очень много. К примеру, Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, ВК-музыка и так далее. Если не хотите тратить деньги, то ВК-музыка вам идеально подходит, хоть там есть и свои проблемы. Сейчас будет самое время сказать, что я ни разу не пользовался Яндекс.Музыкой, вот это поворот. Но я скачал его, и приложение не запустилось. Почему? Не знаю, поэтому всю следующую информацию я узнавал через друзей или интернет. Жалко, что так получилось, так бы мог поделиться своим первым впечатлением, но, видимо, не судьба. Кстати, на просторах интернета есть один телеграм-канал, всем советую. Для такой темы я решил взять плюсы и минусы, ведь использовать эту систему просто удобно. В конце именно благодаря ней мы сможем ответить на самый первый вопрос. Есть ли смысл использовать Яндекс.Музыку? Начнем с плюсиков. Моя волна, безусловно, очень крутая штука. Если вы не знаете, что это такое, то сейчас все объясню. По факту это лента роликов из ТикТока, но вместо видео тут музыка, ну и иногда подкасты. Идея Моя волна настолько всем понравилась, что задумка рекомендаций появилась и в других музыкальных стриминговых сервисах. Это круто. В Яндекс.Музыке относительно удобный интерфейс, хотя некоторые люди все-таки жалуются на него. На этом самые главные плюсы закончились, поэтому начинаются минусы. Вам придется платить 399 рублей в месяц, и если использовать простую математику, то выйдет 480 тысяч копеек в год. Немного, но и немало. Спасибо моей подруге, ведь она рассказала, как платить поменьше денежек, но этот способ я выложу в свой ТГК. Вторая реклама телеграм-канала, ё-моё. В Яндекс.Музыке очень сильная фильтрация, из-за чего там хранятся не все треки. Речь идет не только о иностранных исполнителях, но и о русских. Минусы еще есть, но так как я не пользуюсь этим приложением, лучше промолчу. В любом случае вышло, что есть 2 положительных и 2 отрицательных факта. Поэтому, уважаемые зрители, жду ваше высказывание в комментариях. Но какими не были бы положительные плюсы, появляется вопрос, а выгодно ли вообще использовать Яндекс.Музыку? Платя 399 рублей, вы можете слушать музыку, создавать плейлисты и многое другое. Но то же самое можно сделать в каком-нибудь телеграме. Да-да, вы не ослышались, создайте какую-нибудь группу, куда будете загружать свои любимые песни. Ну или можно попробовать сделать это в ютубе. Создайте плейлист с понравившимися песнями, куда можно закинуть и клипы, что круто. Как вы поняли, бесплатные альтернативы есть, и смысла платить столько денег нет. Но не забываем о способе, который я выложил в своем ТГК, где вы сможете узнать, как заплатить гораздо меньше. Все легально. Подведем итоги. Яндекс.Музыка — это один из удачных примеров русских приложений. Им реально пользуются, потому что продукт качественный. Одним из главных минусов является плата за использование приложения. Ладно, если у вас целый пакет услуг в Яндексе. Но если вы собрались платить именно за музыку, то задумайтесь, точно ли вы уверены в этой покупке. Ведь есть бесплатные сервисы, где не надо платить за подписку, к примеру, тот же самый ВК. В крайнем случае можно сделать группу в Телеграме, где вы будете загружать свои любимые треки. Поэтому подумай хорошенько, есть ли смысл использовать Яндекс.Музыку именно тебе. Вначале я сказал нет, ведь не вижу смысла именно мне пользоваться этим приложением, потому что я не вот что и часто слушаю музыку, поэтому Яндекс.Музыка мне не вот что и нужна. Из-за того, что тут вопрос стоит уже, скорее всего, в деньгах, то ты должен сам принять решение. Думаю, приложение Яндекс.Музыка будет еще очень долго популярным. Самое главное, не скачивай пиратку. С наступающим Новым годом. Надеюсь, он пройдет гораздо лучше предыдущего, и подпишись на канал, если что, все ссылки в описании. Как говорится, еще увидимся. Всем пока.